Finlandia, Finlandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Будет ли Россия финляндизировать Украину? Не в смысле, чтобы та жила так же богато, а в смысле, чтобы так же зависела от Москвы. Новость, которую в этом году ждут все. Долгосрочное перемирие России и Украины после 3 лет войны. Но если перемирие всерьез, что дальше? В сентябре 1944 года военные действия между СССР и Финляндией были прекращены. Ведь такое уже бывало. После 3 лет войны в 1944-м перемирие заключили СССР и Финляндия. А потом особые отношения этих стран прозвали финляндизацией. Все повторяется? Похоже во много. Украина тоже бывшая провинция империи. О возможной финляндизации Украины еще в 1922 году говорил президент Франции Макрон. А про то, что завоеванные территории останутся под контролем России, кто только сейчас не говорит. И поэтому коротко о том, чем та история может стать похожей на сегодняшнюю и завтрашнюю. Почему перестали воевать, как потом вели дела победитель и побежденный, и кому от этого жить хорошо. Я задал эти вопросы финским историкам. Тогда уже поняли, что все проиграно и все. Да, у нас была такая внутренняя разведка, и там мы можем констатировать, что люди подумали. Не только солдаты, а тоже гражданские. Финны немного фаталисты. В том смысле, что всем стало понятно, в этой ситуации мы ничего не сможем сделать. Лучших условий уже не добьемся. От Финляндской республики договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подписал Мауно Пеккола. От Союза Советских Социалистических Республик Молотов. А вот ощущение, что России не стоит доверять, что они обманут, что они снова нападут. Боялись обязательно. Очень важное явление было, что в самом конце войны большое количество оружия было поставлено в такие места, тайные места, где это можно было потом использовать. Хранилище. Хранилище, да. Их было десятки тысяч оружия. Оружие не пригодилось. Союзная контрольная комиссия победителей, московская, сидела вот в этом хельсинском отеле с башенкой. Но Красная армия сюда так и не пришла. Осенью 44-го Сталину важнее были другие территории. On a mutual assistance pact with Russia are continuing. Members of the Finnish delegation returned from Moscow to report progress, and at Helsinki, President Paasikivi arrives to hear the Russian proposals. С тех пор Кремль больше не пытается сделать Финляндию советской. А будущий финский президент Кекконен говорит, финнам, как нации настоящих спортсменов, нужно просто признать поражение. После войны СССР стал уважать финнов, потому что они гораздо сильнее прочих сумели дать отпор. А финны, в свою очередь, обрели чувство собственного достоинства. Главная мысль была такая: если мы выжили в войне, почему мы не сможем выжить и в мирное время? Проигравшие забывают о довоенных границах. Если их считать целью, то да, люди погибали зря. Всех беженцев с оккупированных территорий, 10-ю часть населения, размещают на новых местах. Но территориальных споров между странами нет. Завоеванные Москвой земли финны не называют оккупированными. Выбран политкорректный термин «утраченные». И горюют о них недолго, лет 10-15. В Финляндию переселили 400 тысяч человек. Большинство из них, вероятно, надеялись, что получится как-то вернуть эти земли. Но в тот момент это было невозможно. Считалось, что территории утрачены. В 50-е годы перестали подумать, что Карелию будут дать обратно. Это часть такого нового реализма. И действительно, может быть, от национального характера.
Через 2,5 года после прекращения огня Москва подписывает в Хельсинки мирный договор. Финны быстрее, чем планировалось, выплачивают репарации – $500 миллиарда тогдашних долларов. А после этого деловые отношения с бывшим врагом только крепнут. Советское долгосрочное планирование пятилетками позволяет заключать большие контракты надолго. Siis Russiin можно было получить мазут, как и потом, и зерно, и сахар, и такие. И потом лада. Это стало очень популярно, это уже 60-е годы. Почему не было этой злости к стране, из-за которой так пострадала Финляндия? Ну, выбора не было на самом деле. Они хотели покупать, скажем, очень много целлюлоза и вот бумагу. И очень много металлообрабатывающей промышленности. То есть Финляндия как бы экономически постаралась найти выгоду в том, что она торгует с бывшим врагом. Обязательно, да. Финнам было ясно. Вот мы, а вот русские. Нам надо уметь с ними договариваться. Все равно никто не поможет. У нашего сотрудничества немало адресов. Наверное, самый памятный в последние годы – это Костомукша. Здесь Урха Калева-Кекконен и Алексей Николаевич Косыгин заложили символический камень в фундамент современного металлургического комбината. Бизнес, торговля, всякие общества дружбы – все это способствует контактам. Отец одного из историков, с которым я поговорил, тоже был на фронте, убивал красноармейцев, а потом ездил в СССР туристом. Я брали вот территорию, убили сколько? 100 тысяч людей в Финляндии, побольше России. Но после этого, когда уже дрались, вот стали вот дружить, и особенно вот фронтовики, когда встречались, и встречи были часто довольно такие, если я правильно понимаю, теплые. И ваш отец с кем-то встречался? Да, были, да. И... Он смог вот пересилить себя, что он встречается с бывшим врагом? Да, я читал много вот описаний, что стали вот похвалить друг друга и так далее. Но такого было после все войны. Скажем, вот после наполеоновских войн. А через сколько лет военные смогли встречаться друг с другом и вот показывать уважение взаимно? Примерно 20 лет. Это правда. Встречались. Я сам такое снимал, но позже, конечно. Да, и получается, если в 2025-м на украинском фронте перестанут стрелять, то году в 2045-м, возможно, дружеская встреча бойцов какого-нибудь Азова и Русича. Но все было не так благостно. Да и мир видел, что финны смотрят в рот Москве. В Западной Германии правые так критиковали восточную политику канцлера Вилли Брандта. Мол, вы что, хотите, как в Хельсинки, финляндизировать Германию? Так это слово появилось. Тогда это звучало оскорбительно, потому что финны хотели подчеркнуть: мы независимая, нейтральная страна. Мы все решаем сами. Конечно, это было не совсем так. На привокзальной площади Леонида Ильича Брежнева тепло приветствовали жители финляндской столицы. Визит Леонида Ильича Брежнева – новый важный шаг на пути развития дружественных отношений между Советским Союзом и Финляндией. Я думаю, самым заметным примером влияния была самоцензура. Финны научились избегать открытой критики Советского Союза в СМИ, в газетах и особенно на телевидении. Политики, конечно, если они хотели стать большими людьми, они должны показать, что у них отношения с Советским Союзом хорошие. Обязательно. И они, конечно, соревновались у меня лучше, чем у другого. Финны не участвовали в плане Маршалла, по которому на американские деньги восстанавливалась Европа. Вступление в международные организации типа Европейского экономического сообщества только после одобрения Москвы. Никакого НАТО, разумеется. Высшей советской наградой, орденом Ленина, награждают 2 финских президентов – Пасикиви и Кекконена. Формально нейтральная, когда нужно – послушная. Страна у северных границ Москве очень даже подходит. Новости из Советского Союза в финских газетах часто просто перепечатки официальных сообщений ТАСС, как в советской прессе. Но на кухнях тоже прямо как в СССР. Говорят другое. В Ленинграде была дешевая водка и девушки.
так далее. И одна финская марка была официально 7 часть рубля. Но вот на практике одна финская марка была 1 рубль, когда поменяли на улице. То есть поездки в Советский Союз в качестве туристов, они не способствовали тому, чтобы люди хотели вернуть Карелию. Они скорее, наоборот, показывали, что мы живем лучше, чем в Советском Союзе. Ну, наверное, так. И посетить бывшие места для Карелов была запрещена, но они негласно взяли такси часто и поехали, смотрели. Обычно там ничего не сохранилось, только было вот подвал бывшего дома. Да, даже вот поля не было, вот там был какой-то лес. Пустые магазины, например, в Ленинграде, очереди и прочее. Видно было, что там все не так хорошо. А еще финские компании выполняли крупные строительные проекты в Советском Союзе, и они на местах видели, как организован труд в СССР. Это был вовсе не рай для рабочих. Жизнь с оглядкой на Москву закончится через полвека после войны с развалом страны-победительницы. Москве тогда стало не до Финляндии. Вступление финнов в Евросоюз и особенно в НАТО, какая уж тут зависимость от Кремля, теперь скорее от других зависимость. Я считаю, что это событие не очень приятное, потому что все-таки с Финляндией нас связывали достаточно долго добрососедские отношения, и вот ее вступление в НАТО, в общем-то, ничем не обосновано. Финляндия этим вступлением навредила сама себе, это вне всякого сомнения. Финнам станет хуже, потому что мы к ним не ездим, и они несут от этого только убытки. Про финляндизацию сегодня говорят с примерами только из прошлого. Самый яркий про то, как один здешний президент Мауно Коivisto написал книгу под названием «Русская идея». Уже в отставке, в 2001 году ее и в России издали. Один журналист, как вы, спросил его: «Господин президент, вы написали книгу о русской идее. Скажите, пожалуйста, а в чем тогда финская идея?» И он ответил: и это очень точно. Финляндизация для Финляндии была стратегией выживания. При этом, оправдывая свою стратегию выживания, финны украинцам такой послевоенной судьбы не желают и поддерживают воюющую Украину. За последние 3 года их помощь превысила 3 миллиарда евро. Ну, конечно, еще большой вопрос, последует ли Путин примеру Сталина и оставит ли соседа после перемирия в покое.